Дорогие друзья, вам так понравилась наша первая экскурсия, что было решено открыть бюро интересных путешествий «Широко шагая». И наша первая экскурсия состоится уже совсем скоро. Во второй половине февраля мы с вами поедем в интересное место Ярославской области. Я думаю, искушенный зритель уже узнал куда. А вообще планируется множество разных поездок и путешествий, в которые я приглашаю вас. Для того, чтобы узнать все подробности, когда мы поедем, куда, переходите по ссылочкам в описании. Там две группы. Одна в ВК, вторая в Телеграм. Вы всегда будете в теме, сможете отправлять ссылки своим друзьям, чтобы распространять эту интересную информацию и, естественно, планировать наши с вами совместные путешествия. Поэтому ждем вас по ссылочкам в описании. Путешествуйте с нами, будет интересно. Фух, ну погнали. Пока наручники всем не оденут, вот колейка работать не будет. Эх, на таком бы вагоне. Это война и мир. Транспортеры, сеялки. Вы знаете, что такое криминал? Здорово, путешественники. Мы сейчас с вами идем на одну очень малоизвестную узкоколейку. Первые вести о ней появились в 1995 году. Небезызвестный путешественник и исследователь узколеек Сергей Костыгов, мое почтение, чисто случайно узнал о передаче подвижного состава с Апшеронской узкоколейки куда-то в Геленджик. Собственно, там Геленджик. И только спустя несколько лет удалось собрать информацию про эту дорогу у товарища Балашенко. Узколейка короткая, у нее нет какой-то большой истории, да и сейчас она не работает. Проработала она, да тьфу, ну по меркам, естественно, раз-два и обчелся. Но тем не менее дорога очень интересна. Располагается она в любопытных местах. Опять же, это горы. Дорога чисто промышленного назначения. Ее длина никогда не превышала 2 километров. Да и путевое развитие там, по сути-то, одна стрелка. Зато на ней эксплуатировались настоящие вагоны. Не какие-то там вагонетки, а настоящие. СУшка, СУ-2 там до сих пор есть. Ну и тепловоз. Сейчас, я надеюсь, сами все посмотрим. До дороги и так нелегко добраться. Сейчас со строительством вот этой развязки стало еще сложнее. Дело в том, что она обслуживает карьер по добыче мергеля. Это такая порода, необходимая для производства цемента. Соответственно, вот я уже походил, все ноги а-ля цемент. Ладно, не суть. Раньше до нее добраться было не очень удобно. Дорога постоянно в гору, каменистая. Дорога говно, чего ж тут говорить. Но сейчас построили вот эту развязку. Разворотная петля выходит вот здесь. И этот заборчик, и вот эта ливневка перерубают путь к этой дороге. Ну как к дороге? К железной дороге и к дороге к железной дороге. Пардон за каламбур. Поэтому приходится спешиваться. Машину оставил рядышком у магазина. Метров 200 пройти. И мы сейчас выйдем к повороту на карьер. Кстати, карьер вполне себе живет и здравствует. Переехал, въезд в него через поселок. Я подъехал, там охраняется. Поскольку там добыча производится взрывными работами, естественно, никто меня не пустил. Ну, нельзя было не попробовать. Говорят, узкоколейку посмотреть не получится, потому что там ведется опасные взрывные работы. И прохода здесь нет, территория охраняется, собаки, бла-бла-бла. Поэтому приходится сейчас обходными тропами. Вот мы и пришли. Когда-то с этой трассы был просто поворот сюда. Но сейчас его нет. Ливневки тоже здесь нет. Она заканчивается раньше. И просто канава. И вот по этой дороге сейчас пойдем наверх. Жирный, по жаре, в горку. Мороженка кончилась. Я думаю, эта пытка достойна твоего лайка и подписки. Эта дорога ведет в сторону горы Нексис.
Именно на эту гору поднималась группа туристов, которая в 2004 году впервые в сети упомянула о том, что они видели действующую узкоколейную железную дорогу. До того момента дорога носила статус такой полумифический. Не было точных подтверждений ее существования. Конечно, господин Костыгов по возможности опрашивал местных жителей на форумах, мол, есть ли у вас такая дорога. Но мало кому это интересно, поэтому информации никакой он по сути не получил. Поиски в картах тоже результаты не дали. Но нет этой дороги нигде. А неудивительно. Как я и говорил, ветка не превышала 2 километров по своей протяженности. И она являлась, как внутризаводская. Сергей Балашенко доехал в эти места только в 2008 году. И ему удалось получить максимум сведений об этой железной дороге. Она принадлежит кооперативу «Вертикаль», который был основан в 1985 году, собственно, для добычи мергеля. Для этих целей и решили строить железную дорогу, поскольку планировавшаяся первоначально вывозка самосвалами является очень неэкологично для этих поистине офигительных мест. А места здесь классные. В этих краях, вокруг Геленджика, в самом Геленджике особенно, очень много хвойных деревьев, поэтому воздух здесь просто бомбический. Вот идти и надышаться, ребята, такой кайф, такой запах. Места поистине заповедные. И чтобы на постоянной основе множество самосвалов коптили этот воздух, тогда решили, что оно того не стоит. И проще прокинуть 2 километра рельс. Ветка, по сути, прямая. От и до. И маленькое ответвление для отстоя подвижного состава. С Обширонской дороги передали Ту-7, СУ-2А. Предполагалось, что будет возить «семерка», а СУ-ха маневры. Но по факту они работали попеременно. А дорогу открыли вообще в 1988 году. Она работала длительное время, и о ней вообще никто не знал. Вот они, по сути, доинтернетные времена. Чем выше поднимаемся, тем интереснее виды. Сейчас мы под Лэпкой. Открывается небольшая перспектива на горы. Не знаю, вам вообще виден уклон или нет. Сейчас я держу горизонт ровно. Там спуск. Выше, 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 выше. И он туда вообще уходит. Как пишут в интернетах, в 2007 году добыча мергеля прекратилась. И дорога утратила свое предназначение. С тех пор она находится в плачевном состоянии. Рельсы уходят под землю, по ним ездят самосвалы, подвижной состав. Тушку вроде пытаются поддерживать в состоянии. СУ-ха разграблена. Вагоны УВС-ки все скиданы. Валяются тележки, колесные пары. Рельсы иногда выглядывают из-под земли. Зрелище, честно говоря, плачевное. Я здесь уже бывал один раз, но тогда еще ютубами не занимался. А сейчас у меня есть вы, которым хочется это все дело показать. И запечатлеть для истории остатки. Справедливости ради, есть информация, якобы собственник предприятия хочет возродить узкоколейную дорогу. Но хочет он этого уже очень давно, а все только ветшает. Время, оно, знаете ли, беспощадно. Да, чем выше, тем краше. А вот и распахнутые навеки ворота предприятия. Идти, в принципе, недолго от трассы, но, как я и говорил, уклон, жара, и я жирный. Но мы с вами добрались. Отдает чем-то таким позднесоветским. Замок и цепь достаточно свежие, но открыто. В принципе, логично, если дорогу сюда обрубили, кто проедет? Только мы с вами пройдем, да? Если на севере мы опасались медведей, то здесь стоит побаиваться змей. И каких-нибудь пауков, наверное. Ух ты, вот нас сразу встречает старый кран МАЗ, автокран. По-моему, 500-й МАЗ, бескапотник. Да, в южном климате техника хорошо сохраняется на долгие-долгие года.
Чуть дальше виднеется экскаватор, но нас это с вами интересует вторично. Раньше перегрузка была где-то здесь. Все здесь отдает южным колоритом, начиная с такой статуи с краном, заканчивая вот этими маленькими взрыв-пальмами. Пока вертикаль. Эх, найти бы кого-нибудь здесь. О, нас нашли. Привет, привет. Привет, малыш. Где хозяин? Где хозяин? Вот он лает. А я для него даже еды никакой не взял. Берите корм для песов, чтобы они не расстраивались. Лопатусишный. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Я хочу очень узкоколейку посмотреть, заснять остатки. Да. Можно пройти? Да, пройди. Там, Спасибо большое. там большой, там маленький. Ага. Ну иди сюда, я тебя поглажу. Ну господи, ну что ты? А дорогу все не планируют восстанавливать? А то вроде я слышал, были планы когда-то там сохранить, а потом опять, чтобы... От Путина уже пришли. Вот пока наручники всем не оденут, узкоколейка работать не будет. А, вот так вот. Да. Вы знаете, что такое криминал? Ну, так, слышал. Тесно, слава богу, не знаком. Это хорошо, что вы не знакомы. Я тоже так думаю. Все повязаны. Прокуратура, полиция, милиция, надзоры. Все они повязаны. Все в криминале. Все понятно. Очень жаль. Вот. А с какого года дорога не работает? Вы не помните? Как не помню? Помню. С 14-го года. А до 14-го было какое-то движение? Да, а потом уже все полностью. Понятно. А на Мергель возили? Да, камень, он карьера. Ага. А он нужен для чего, Мергель-то? Вроде в цемент идет? Зачем? Нет? И цемент новороссийский делают, а это просто щебень строительный выдается и все. Для бетона. Угу, я вас понял. Хорошо. Ну, значит, можно пройти, да? Да вот пройди, там он маленький, вот здесь за Татрой он большой стоит. Ага, семерка. Там вагоны подставлены в ряд, Ну да. один на другой. Жалко, жалко. Понятно. А я так понял, автомобильная дорога сюда какая-то есть, а то там с шоссе-то заезд обрубили, когда развязку делали. Ой, и до Путина аж зашли, вот ответ, пускай прокуратура краснодарская вся. Ой, вам рассказать, это война и мир. То есть дорогу обрубили, всем плевать. Плеваю, вот. А другой дороги нет сюда? Автомобильный? Нет, автомобиль, вон, вы как и шли? Через шлагбаум этот проходили? Не, я по шоссе через ограждение и как старая дорога, вот она вверх пошла. Прям вот, я с шоссе прям с М4 пешком. По прямой. Ну, тут перекрыто у нас. Да. А другого подъезда нет сюда? Сюда больше нет. Машинами Ё-моё. нет, пешим можно. То есть эти КАМАЗы, Волга, это все, это здесь. Все, переезд, все стоит. Охренеть! Вот такая вот у нас родина. Родина помнит. Вот пришло неделю назад. До Путина дошли. Дал, чтоб Краснодарской прокуратуре всем, ой, не в сказке сказать, не пером. Ну понятно. Ладно, Всем хер с ними. криминали наглухо. Вы все на Обширонском работали? Да. На заводе лесхозмах. Потом его гавкнули. Ну как, он там мелочь, да, и все заводы в Обширонске, все, даже и ДОК, и тот аннулированы. Ну, поставили на колени, чтобы переезд всем людям был переезд. Ну, как это у нас и принято. Да. Все везде схема одна и та же. Да. Вот такая песня.
А когда тепловоз с СУшкой передали, с Обширонской? А когда с Обширонской дороги тепловоз передали? В 90-м году я построил узкоколейку. В 90-м? Да. А то слышал, якобы в 88-м. Нет, в 89-м мне дали, горосполком разрешение, согласования все происходили. Ага. А в 90-м мы уже даже в 90-м начали работать. Угу. И сразу появились и тепловоз, и СУшка? Маленький, вот ты если хоть туда, вон ЗТП. Да я там был стоят, уже разочек. Да? Да. Вот маленьким сначала. Ага, и СУшка, а потом уже... потом он большой. Ага. А вот, потом все пиздец. ну, как водится. Вот технадзор наложил лапу, у них инструкции по безопасности эксплуатации нету, пиздец, надо машинами возить. Угу. Вот и весь хуй до копейки. Ты правильно, я выражаюсь правильно? Вообще спокойно, все прекрасно. Они загибали, все недоразвитые, все пидорасы. Все в криминале. Хуй ешь, что пробьешь. Понятно. Вот не привез чемодан денег Ростехнадзору. Пиздец. Проект горного отвода, проекта работы, горных работ не подписывается. И поехало, и пошло, блядь. А потом штрафные санкции. Если приехали, видимо, мы работаем. Все пиздец. О, я в Краснодаре в арбитражных 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч. Все отвоевал, в судах. Угу. Вот не привез, все, на тебя акт составили на 200 тысяч. И пиздец. Или давай нам вези, блядь. В общем, бизнес по-русски. Да. Если привез, все, пиздец, поехали. Я не стал им водить, и вот отвоевал в Краснодаре в арбитражном 100 по природе, и пошло 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч и 500 тысяч. Вот посчитай, миллион. Охренеть. Больше. Я им задолжал. Не привез деньги, чтоб я мог работать, чтоб работяги зарплату. Нахуй они нужны, твои рабочие, ты нам вези. А зарплата им не нужна. Рабочему классу-то надо платить, работягам. Конечно, у всех семьи. Да. Они все нахуй положили. Вот так. И лишь бы им привезли. Не в сказке сказать, не пером описать. Можно войну и мир писать. Понятно. Вот уже стоит, вот судимся. И гурнату, вот отобрали, все пиздец. Переделали документы, кадастровые номера поменяли, все пиздец. А подскажите, пожалуйста, а вот там, где маленькая с вагоном стоит, там за ней какая-то конструкция деревянная. А что это было? Это возили камень, вагоны вот там. Так. А это мы хотели сделать детскую железную дорогу, чтобы детей катать. Да вы что? Во! Понял? И все этот вагончик деревянный так и стоит уже 2 с лишним года. А вот за ним что такое? Конструкция какая-то вот. Где? Ну вот там путь идет, как будто тоннель что ли хотели сделать, или непонятно, или сарай какой-то. А, это навес. А, это навес просто. Да, чтоб летом жара, Ну да. загнал туда, и он ремонтирует, подтягивает, в смысле, Ага. чтоб от жары только. Я И понял. в другом смысле. Эта сторона все время глина осыпалась, железку. Лесники потребовали сделать ограждение, но мы
сделали они, плиты поставили и загородили, чтоб оползней не было. Понятно. А сейчас карьер, там же что-то добывают, также тот же Мергель. Один пидорас, которого мы хотим наручники на него надеть. А, то есть он, по сути, отжал это все дело. Все, я же говорю, и наш карьер, он у него вверху, а у нас ниже Ага. выделено. Он все это. Да, я болел, операцию, лежал Угу. в реанимации. После операции. Я резанный и тут, и горло, все на свете. Думал, что я Угу. гавкнусь, а Бог меня не забрал. Понимаешь? Они, пока я болел, эта вся процедура, они переделали кадастровые номера, что у нас горного отвода нет и всего на свете. Ну, переделали, убрали и себе прописали весь хуй. Вот сейчас и ждем. Вот сейчас откроют одно, и начнется судебное разбирательство по горному отводу. Скоро 92 уже будет. Я физически уже не могу. Я вот почему попросил сесть. Я пройду, пока еще ноги ходят, пройдусь, и мне надо сидеть. Я уже суды, потому я даже на лестничной клетке, но не могу подняться. И я сделал доверенность, чтоб всеми вопросами, касающимися административными, занимался сын. Он до этого работал также главным инженером. А в судах он уже, а я не могу уже Ну, в понятно. судах поднять. А вот он как к узкоколейке относится? Каждый. Что он-то думает? Вот Что? запустит предприятие, а дорогу будет делать или как-то уже самосвалами? Кого? Узкоколейную дорогу. Пока я жив, Да. все будет. Вон даже он шпалов, вы видели? Вы Да. оттуда шли, вы видели? Да, внизу шпалы лежат. Вот, будем менять шпалы и запустим. Мне уважают люди с Новороссийска. Вон там шпал куча, 2 машины. И там выбросили. Будем менять старые, которые уже пришли в негодность. Будем менять не просто так, они там лежат. Все понятно. Но я очень надеюсь, что получится, что и на Пока я вашем, и на жив, нашем всё веку, получится. что здесь еще будет движение, будут гудки. Очень хочется верить в лучшее. Ну, Желаю вам это огромной очень тяжело. удачи. Это надо столько, они столько у меня здоровья отняли, суки. Вот такой вот он, бизнес по-русски. А вот и Татра. А вот и тушка. Окраска какая интересная. Даже открыт. Отсюда берет свое начало узкоколейка. И, к великому сожалению, вот эти пути
по меркам этой дороги еще в хорошем состоянии. Чуть дальше видим место разгрузки. Под ним должен быть транспортер, на ленте которого груз распределяется по самосвалам. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, так оно и есть. Вот мы видим транспортеры, сеялки. А внизу лютый техноген и дестрой. Так, братцы, на предпросмотре, наверное, от Вики люлей наполучаю. Но не залезть сюда, чтобы не посмотреть на виды, я не могу. Фух, ну погнали. Это, конечно, все не выглядит сильно надежным. Поэтому еще раз повторяю, лучше подпишитесь и смотрите это все, сидя дома, со вкусняхами и чаечками. Опа. Так, ух, ну и вид, ну и высота. А вот и награда. Шикарно. Какая монструозная конструкция, состоящая из этих транспортеров. Интересно было бы все это видеть в работе, а не как сейчас. Представляете, по долгу работы вот туда вот лазить, вот на эти штуки. А здесь, кстати, по этому транспортеру кошки, похоже, лазят. Вон следы видны. Здесь, похоже, дробилка, а тут пульт управления всей этой конструкцией. А представляете, вот здесь на разгрузке ТСВшки какие мелкие были. Они-то вроде и так небольшие, но здесь, на фоне вот этого всего, они, наверное, просто терялись. Эх, жалко, что не удалось увидеть это в работе. Но виды-то какие, братцы. Так, теперь надо возвращаться обратно. Так. Фух, обратно обычно даже страшнее, чем туда. Так. Ну вот это надежнее. Опа. Все, пойдем. Аккуратненько. Тык. Фу. Ладно, дело к вечеру. Нам надо ускоряться. На выходе из разгрузки рельсы уже теряются. Все, погребены под дорогой. Но вот они появляются вновь. В принципе, нам с вами здесь гулять не особо-то и долго. Вот уже видна СУшка, за ней вагон. Затем будет каркас, подпланировавшийся навес для обслуживания всего этого хозяйства. А дальше рельсы просто исчезают. Да, где-то они там начинают проглядываться, но, увы. А вот и СУха. Вся подкрашена. Относительно в сохране. Ремни на месте, дизель, топливная аппаратура. Ну, какого-то лютого дестроя, честно говоря, не наблюдаю. Такое ощущение, что вот немного подшаманить, и оно может и поедет. Ну, в кабине уже похуже. Хотя краны стоят, измерительные приборы сломаны, но еще есть. Органы управления вроде бы на месте. Кстати, к своему стыду ни разу не бывал в рабочей СУшке, и мне даже сравнить-то особо не с чем. Кто шарит, напишите в комментариях, насколько вообще все это раздолбано и насколько это все подлежит восстановлению, сколько сил для этого понадобится. Вон еще тут рычаг торчит прямо на проходе. Кресло. Может и родное. Ага, а здесь, видимо,
был когда-то приводный генератор. Это какая-то аппаратура, шкаф. Угу. Да, все-таки это же электростанция. И вот то, что делает ее не какой-то там матрисой, дрезиной, тепловозом, а именно электростанцией. Это генератор, который запитывает все потребители, машины путевые и прочее, прочее. Стекла сняты и аккуратно сложены. Дверка. Туда спускаться мы, пожалуй, не будем. Откидная лавка. Ручной тормоз. А вот и вагон. Ну, не знаю насчет детской железной дороги. Может быть, он имел в виду аттракцион. Очень интересное решение. Похожее можно видеть у Пolaris Express. Тоже там деревянный открытый вагон. Гуамка Мезмай. Вот из Гуамки катают тоже открытые вагончики, но не настолько открытые. А так интересная конструкция, конечно. Эх, на таком бы вагоне, ребята, с ветерком. Толковая затея. О да, братцы. Это, наверное, самый атмосферный вагон, в котором я бывал. А здесь собрание грузовых вагонов линии, МКАРы, ТСВшки. Все это здесь есть. Телеги лежат. Вон, обратите, пневматическое оборудование тоже есть. Я так понял, это для наклона кузова, что ли. Ну, очень атмосферно. Ежевика. Вагонов-то совсем немного. Представляете, как тяжело проложить 2-километровую ветку и возить вот этими старыми вагонами камень. Тем временем железная дорога продолжается. Путь здесь находится, да, в принципе, в интересном состоянии. Я бы с удовольствием проехался здесь на дрезине, но, к сожалению, проезжаемый участок слишком короткий. Ну, в этом откровенно нет смысла. Вы видите? Вот такая-то штука. Это кузнечик или саранча. Насыпь автомобильной дороги становится выше относительно дороги железной. Последняя идет немножечко в кривую. И вот мы видим то, что должно было стать навесом для ремонта. Осталось только повесить надпись. Джунгли зовут! Джунгли зовут! Кстати, пару лет назад я здесь был, и СУшка с вагоном стояли где-то вот здесь, намного ближе. Они переместились по рельсам. Так что движение было даже после 2014 года. Здесь же видно, как пытались сделать потолок, крышу. Сохранилась обрешетка, крышу так и не закончили. Не успели, к сожалению, накрыть. Вот отсюда открывается тоже неплохой вид на узкоколейку. Очень красиво и колоритно. А слышите, как цикады стрекочут? Цикады, цукаты, цикады. Ну, вы поняли. Вот и вторая часть сваленных шпал, доставленных из Новороссийска. Да, если их разрубить пополам, как раз на 750 и хватит. Прилично. Запах криозота. Красота.
Вот и еще вагоны. Ветер подул, криозотом понесло, супер. А вагон-то всего один, но располовиненный надвое. Интересное зрелище. Портал гаража с другой стороны. Пойдемте внутрь посмотрим, интересно, как там. Так, лишь бы никакой змей не встретил. Тик-тик-тик. Ух ты. Смотрится, ребят, монументально. Камера что-то заглючила с флешкой, поэтому продолжим на телефон. Как я и говорил, выглядит мега монументально. Так, братцы, вынужден заметить, что ранее дорога уже где-то здесь была в состоянии ада. Сейчас этот путь, черт возьми, восстановлен. А после малинника нити прерываются. Дальше есть фрагменты рельс, но сами видите, в каком они состоянии. Вы же видите. Вот они. Раз и два. Тут уже, к сожалению, все. Поэтому предлагаю малинник считать конечной точкой узкоколейки. По крайней мере, на данный момент. Пойдем немного еще посмотрим. Может, что-то сохранилось. К сожалению, да. Здесь все печально. Колея слишком сильно увеличивается. Ну и на этом обозримая часть заканчивается. Видна только насыпь, деревянные шпалы. И все. Красавец какой. Оставил на память. И нам уже пора возвращаться. Смеркалось. Скажите, пожалуйста, я вот у вас был года 2 назад. СУшка с вагоном, они стояли ближе к сараю. Вы их как-то, значит, переместили? Да. А как? Как ты? По железке спустили вниз. Но она не своим ходом, она как? Ее... Зачем? Своим ходом. То есть она завелась и... Ну, он и завел, ну, только вот сколько лет, 2 прошло, металлоломщики радиатор спиздили. Когда она стояла там. И стекла побили, все на свете. Сейчас я восстанавливаю, там подобрал стекла и будем восстанавливать. Да, видел, они кабину. стопочкой лежат аккуратно. Да. Угу. Вон большой, видели, там ходили? Конечно, конечно, полностью комплектный. Полностью в комплекте, все на ходу. Красавец. Он ходил по горам. По Обширонской. В Обширонске. Угу. Черниговская, Самурская, Медзмай, Камышановая Поляна, крайняя и Лаганаки. Угу. С историей машина. Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Доброго здравия и успеха, чтобы у вас все-таки получилось запустить дорогу. Столько сил вложено. Оно должно сработать.